Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио, и как вы могли заметить, я сейчас нахожусь в своей любимой черной футболочке. Это означает, что правильно, сегодня мы будем творить контент. И какой мы контент будем творить? А я уже знаю какой. Знаете какой? Ну, в принципе, уже увидели мой расширенный пул, который я сделал. Не успел я быстрее озвучить это. Короче, сегодня у нас будут шаманы. Шаманы у нас будут потому что и реликвия как бы позволяет, аптечка священника, и есть как бы гоблинское золото. То есть, ну, в принципе, есть то, с чего мы можем как бы начать, правильно? Правильно, хороший старт, залог отличного успеха. Если что, я начал в пати с топ не один, так что у нас будет сегодня такое шоу. Не знаю, даст ли он мне поиграть на шаманах или не даст, ну, посмотрим. По крайней мере, я хочу попробовать сыграть на шаманах. Как я буду стартовать? В идеале, конечно, стартануть через людей, через винстрик, через гоблинов-мехов, ну, то есть все самое имбалансное, правильно? Правильно, все. Старт более-менее хороший, вижу клевер я беру. Знаете, почему я взял клевер? А потому что сейчас мне приходит панда на 3-м раунде. Я беру эту панду, закидываю в нее клевер, и к 15-20 раунду мне приходит легендарная фигура, либо же импресска, либо же шаман пятерочка легендарный, и все будет в ажуре. Все будет в прекраснейшем ажуре, правильно? Правильно, ну, естественно, ну, как там говорят, контент-мейкерам подкручивают. Вот и посмотрим, насколько мне подкрутят или открутят. Правильно? Правильно. Вот, кстати, панда пришла. На самом деле, я не ждал, что она ко мне придет так рано. Цепочку на верочку... Цепочку на верочку мы берем. Цепочка нам необходима. Так, 3 панды вижу со старта. Топ-1 ее тоже обузит. Так, ты смотри, топ-1. Я как бы для себя панду нашел, чтобы себе как бы имбу вытащить. Правильно? Правильно. Все, погнали работать, погнали. В самом деле здесь такие классные легендарки. Есть даже имбалансный билд. Это орк-шаман пятерочка плюс дух пятерочка. Вот прям имбаланснейший билд. А еще у меня, походу, сейчас будет кошка мешать мне играть. Вот, судя по всему. Потому что что-то она уже запрыгла на мой компьютер, сидит на системнике и что-то лапой меня за колено трогает. Ну, что ж. Будешь меня отвлекать, это будет, конечно, плохо, потому что я буду играть на таком билде, который скиллозависим по максимуму. Не знаю, хочется продать вот так вот стол, взять сейчас себе 4-й уровень. На 5-м уровне будет некая, так знаете, иллюзия того, что у меня будет шанс на фиолетовую фигуру. На самом деле, в последнее время мне не так жестко не идет солнечный шаман, и я не знаю почему. То есть, сколько раз я записывал шаманов, столько раз мне солнечный шаман вообще не шел. Это если что, фиолетовый шаманчик, он же шейкер. Вот. Булка, я надеюсь, ты мне компьютер не выключишь? Ну, давай, залазь уже, давай. Залезла? Молодец. Сиди так теперь на кресле. Все, только не мешай, пожалуйста. Вот на стол полезла, прикиньте, на стол полезла. Если что, ребят, сейчас покажу вам это чудо. Вот моя мешалка. Все, хочешь? Давай, вот на стол ляжь, вот тут, где-то в бочку. Все, не мешай. Не мешай мне снимать контент. Знаете, это уже ходит в какую-то привычку. Все время, когда начинаю снимать контент, булка залез ко мне на стол. Это, честно, знаете, такое мое успокоительное плюс мой 4-листный клевер, который повышает мне удачу. Есть гриттер, есть мартер. Пока ничего не понятно на столах, надо будет... не, понятно, что, там один бог-орк 100% появится. Короче, здесь есть имбалансный билд, это шаман пятерка плюс дух пятерка. Это прям имбаланснейший билд, потому что, ну, я думаю, я уже не раз показывал, почему это идеальная составляющая друг для друга. То есть, это идеальная пати. Пати на квадрате, Так. Ну, короче, что? Ну, надо ждать легендарной шамана, и все. И рвать всех и вся. Правильно? Правильно. На самом деле, мне шамана не... Опа. Лина? А что мы делаем? А может поставить Лину вместо тролля шамана? По идее, это будет неплохо поставить Лину вместо тролля шамана, потому что каждая лагуна будет ускорять ее по скорости атаки, будет все замечательно. Либо же вместо стабильного. Сейчас, если что, у меня клевер находится в панде, и у меня вместо 8% шанса выпадения какой-то фигуры по расе, у меня 10% шанс выпадения по расе. Конечно, расы у меня никакой нету, поэтому пока что шаманчиков у меня нету. Мне надо какую-то цвету найти, поставить ее вместо тролля шамана. Но насколько это будет рентабельно, честно, неизвестно. Почему я говорю, что
Неизвестно, насколько это будет рентабельно, потому что, ну, поставлю я цвету, ну, буду получать автобло. Ну да, будет у меня, конечно, баночки на хпшку, зеленая эссенция. Кстати, спасибо за цвету. Столько поговорил. Можно было бы так всегда говорить. Вот, знаете, только поговорила о конкретной фигуре, и она тебе сразу пришла. А давайте проверим. Блин, а как зовут орка шамана? Дизраптор. Короче, пусть будет дизраптор. Вот, будет дизраптор. В самом деле хочется как-то распродать немного свой стол, чтобы выйти в 10 монет. Но стоит ли она того? Не знаю, я думаю, не очень. В общем, поставил сейчас цвету, потому что, смотрите, панда призывает фигуру по расе. Не по классу, а по расе. И, соответственно, у меня есть импреска, как раса. Это цветы. И, соответственно, я поставил цветку сейчас. И вот посмотрим, работает ли эта теория или не очень работает. Кстати, вышел в 10 монет, продал тролля шамана в единичку. Я в него, конечно, верю, но не настолько, чтобы вот не выйти в 10 монет, понимаете? Да, прикольно его собрать будет в 3 звезды, но все это до одного... Ну, короче, лучше выйду в бабки. Выйду в бабки, это залог классного старта, правильно? Правильно, все. Все. Пока что в инкаме посижу, пока что. Не, возможно, у меня сейчас как-то в голове сейчас все перестроится, и я вообще выйду из инкама и выйду в ранний 8 уровень. Ну, допустим, если шлем РС мне упадет. Тогда да. Тогда можно будет спокойно выйти из инкама, взять себе 8 уровень, и у меня будет шанс выпадения фигур, как на 9. Правильно? Правильно. Думаю, я неплохо мыслю. Почему мне вот не особо нравится и не нравится шамана? Я уже не раз говорил о плюсах-минусах. О, не, ну неплохо. Он играет на охотниках, у него есть орк-охотник в 2 звезды, но благо у него нету рога войны. Был бы рог... А, ты ж, падла, еще и ко мне пришел. Да? Ты решил прийти, наспамнить своих кабанчиков, чтобы я их зарезал и на сало пустил, да? Ну не сейчас. Давай потом. Давай потом. Сейчас я не могу. Сейчас у меня куча заказов, я сильно занят, поэтому давай потом. О, баф людей и... Шаман. Шаман-орк. Орк-шаман. Блин, ну надо, наверное, выходить из инкама, брать себе 7 уровень и ставить баф людей. Цвету может реально так и сделать? Ну, типа, и панду может убрать. Ну, типа, я в панду, конечно же, верю, но не так, чтобы 100%. Я, если что, пошутил там по поводу того, что сейчас мне... Ну, я думаю, хотя... Может быть, мне там... Ну, короче, вышел в 7 уровень, как видите. На самом деле, я быстрее делаю свои действия, нежели сейчас их озвучу. Просто понимаете, у меня мозг сейчас работает на 250%, потому что я хочу снять отличный контент по шаманам. И я вот понимаю, что сейчас, поставив вот такой вот стол, я, в принципе, ничего не лишаюсь. Я также сижу на лустрике. Да, не, ладно, лишаюсь. Я лишаюсь своих денег. Вот, своих денег лишаюсь. И нет цветки у меня. Вот, самые огромные минусы. Так, топ-1 слили винстрик, закономерно ему слил охотник. Ну, это неожиданно, в принципе. Ладно, хотя это ожидаемо. Вот. Если сейчас придет аптечка, будет вообще просто прекрасно, замечательно, обалденно. Потому что у меня будет баф людей, у меня будет аптечка, то есть будет все шикарно. Будет все шикарно. Сейчас, кстати, мобы. На мобов поставлю цветку и вместо, наверное, жрицы я поставлю все-таки селедочку. Хотя, или да, ну да, селедочку поставлю. Селедочку поставлю, потому что это станчик, как-никак. Кливер находится в панде. Сейчас по-любому мне что-то она принесет. По-любому, проверяйте. Сейчас все будет. Сейчас все будет. На самом деле, если так посмотреть, у меня 7 уровень, 68 хп. Денег вообще нет. Я полная бомжара сейчас. Дай бог хотя бы зайти в топ-3. Дай бог. Я уже... Ладно, давайте после реликвии я озвучу свои плюсы и минусы по поводу шаманов. Фух. Ну блин, ну как не хочется рисковать. Ой-ой-ой, ну еще такие фигурки. Что делать? И что делать-то? Ладно, будем пока сидеть в людях. Ну серьезно, надо пока будет сидеть в людях. Что делать еще? 6 банок на хпшку восстановления у меня есть. Надеюсь, кстати, эссенции нормально сработают и принесут мне кучу бабла. И вот смотри, мне сейчас упал посох, точнее не посох, мне упал предмет 3-го тира. И честно, я скипать его не хочу.
Вот это приятнейший предмет, который я хочу. Но там есть еще аптечка. И вот брать, не брать. Да ну, в принципе, мне сейчас панда не принесет, если что, шамана легендарного. Но я особо в эту панду не верю. Я надеюсь, что хотя бы мне просто упадет какая-то пандочка. И с помощью этой панды... Ну, я очень надеюсь, что мне придет пандочка-шаман. Надеюсь на это. Очень на это надеюсь. Но это очень вряд ли. Но я тут выиграл. Это плохо. Что ж ты там такой за билд сделал? Богов поставил. У него, чтобы вы понимали, билд вроде бы как сильнее, чем мой, но оказался слабее. А знаете почему? Я думаю, вы и так прекрасно знаете. Мой билд оказался сильнее. Честно, это плохо. Плохо, потому что у меня был бы сейчас 7-й лустрик. И с 7-м лустриком я бы получал плюс 2 монетки кинкаму. Плюс 2 монетки кинкаму. Поэтому я вот такой вот принимаю рискованный шаг. Сегодня мы рискуем по полной программе. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Все знают эту фразу, да? Поэтому сегодня мы рискуем. Я взял 8 уровень. Вот и посмотрим. Я взял 8 уровень на 12-м раунде. И вот напишите в комментариях вот сейчас, по вашему мнению, на каком раунде ко мне придет легендарная фигура из шаманов. Вот давайте, напишите в комменты. Мне очень интересно послушать ваше мнение на этот счет. Я думаю, легендарная фигура ко мне придет к раунду 25-му, 30-му, может быть, когда я буду где-то в 10-м уровне. Ну, примерно так. И все. Так, берем волшебника. И, ну, блин, надо брать предмет 3-го тира. Ну-ка, порадуй меня. Я возьму предмет вот такой вот. Знаете, почему я его возьму? В идеале мне найти будет еще Рок войны. В идеале. Почему я так говорю? Потому что мне нужна импресска. Я закину вот эти вот предметы в импресску, и у меня будет мало ли того, что импресска шаман, так она еще и будет керри, потому что я хочу поставить еще цветку за 3 монетки. И смотрите, у меня будет 3 цветки появляться. Одна под рогом войны, вторая просто с предметом. Короче, они все будут втроем появляться с фулл предметами. Одна будет еще перевоплощаться в усиленного шамана. Ну, в какого-то рандомного, с рандомными предметами. И, блин, какая же плохая ситуация у меня. Ну, пожалуйста, бог рандома, я тебя буду обожать, если ты мне все как надо принесешь. Я, кстати, наверное, котла поставлю вместо Лины. Что-то как-то в котла поболее верю. Хотя, может, я и ошибаюсь, а может, не ошибаюсь. Одно мгновение. Дайте подумать. Дайте мне подумать, потому что я сейчас со своим комментированием собьюсь с мысли, и все, и финита ля комедия будет. Так, ну тут резачок, пьяный бачок. Ладно, этого Рубика прод... Чтоб ты, падла, сдохла на панде. Я худею просто, ну... Ладно, в принципе, плюс бабки, окей. Ну, плюс бабки, плюс бабки. Сейчас будет раунд с мобами, мне нужно мой стол как-нибудь усилить. Топ мне просмотрел мой только что стол и такой думает, хорош, Санечек. Легендарный тебе шаманчик уж пришел, да-да-да-да-да-да. Вот, блин. Это скиллуха, ребята. На скилле только что вытащил Вичи доктора за 1 монетку. Ну ладно, это бабки. Давайте находить плюсы. Это плюс бабки, правильно? Это плюс бабки, все. Бум-бум-бум-бум. На самом деле, вот так если посмотреть со стороны сейчас, если бы у меня не было эссенции в кармане на хпшку, у меня максимально ужасная ситуация была бы. Потому что у меня 10 монет, 46 кп, 8 уровень. От такого аж, ну, дрожь немножечко идет. Как-то грустно слишком. Слишком грустно. Я сделал сейчас себе такую расстановку по той же причине, что у меня сейчас будут все равно распрыгиваться, поэтому... ну, я думаю, так и правильно. Ну, смотрите, сейчас просто все перераспрыгиваются. Да. Рыцари только берут, и все одну собаку бьют. Ну, рыцари не такие рыцари, правильно? Толпой на одного только и могут. Толпой на одного только и могут. И все. Ну, только так они могут. Только так, по-другому никак. Только толпой одну собаку гасить. Угу.
Так, ладно, я буду кирить импреску, поэтому я взял этот кристалл. У меня будет появляться 3 импрески с фуловыми шмотками, но одна импреска у меня будет со ускоренной скоростью атаки, если я найду рок войны. А рок войны я хочу найти. И, как видите, я хочу, вот прям, ну не знаю, я максимально настроен на то, чтобы сыграть сейчас на шаманах. Я не хочу никакой другой билд видеть, хочу шамана. Шаманов хочу. Вот, спасибо за одного шаманчика. Спасибо, кстати, что фиолетовый шаман мне приходит. Напомню, я с 12 раунда сейчас стою на учете в психбольнице стою. Ладно, ну, шуточка. Минутка шутечки. Ну, возьмем ману. Я объясню сейчас, почему я возьму эту ману. Смотрите, эту ману, если закинуть в импресску, то будет появляться 3 иллюзии и будет восстанавливать сразу всем ману. То есть там будет плюс 90 маны за активацию этого топне. А ты там, ну, нормальный? Ну, все в порядке, да? Там антимага нашел на 6 уровне в 2 звезды. Хускара нашел в 2 звезды. Ну, я напомню, я до сих пор ищу фиолетового шамана. Ну, это неплохо. То, что мне сейчас пришло, это очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Но. Всегда есть но. Всегда есть это но. Давай, рок войны. Рок войны. Пожалуйста. Да ну тебя в баню. Ну ладно, в принципе, у меня сейчас будет инкастово кастить Варлок. Так что плюс 1. 1 плюс мы нашли. Инкастов будет Варлок кастить своих големов. Правильно? Правильно. Бог Орк там собрался. Это вообще неправильно. Вот это вот неправильно. Это... Этот, как его там? Это косяк. Это косяк. Не тот, который курит. Это просто косяк. Ошибка. Это ошибка. Ошибка, потому что будет выносить. В общем, я хотел перейти к плюсам и минусам шаманов. Смотрите. Плюсы шаманов. Полностью имеет иммунитет к магическому сопротивлению. То есть вот этот дебаф магов, он скидывается после перевоплощения. Он также скидывается дебаф от нежити, который тоже накидывается. И после перевоплощения, соответственно, вот эти вот все дебафы, они скидываются. Но теперь к минусам. Самым главным минусом: тяжело собрать 6 шаманов, если ты не играешь через 3 волшебников, и, соответственно, играешь через 3 шамана. Но играть через 3 шамана — это грусть-печаль. Ну, реально, это грусть-печаль. Очень грусть-печаль. Прям максимальная грусть-печаль. Вот. Второй минус. Это то, что шаманы живут 20... А мне такое нравится. Можно, в принципе, сейчас поставить 3 шамана. От этого будет, конечно, мало проку, но, в принципе, реально можно поставить 3 шаманов. Это не особо будет и ошибкой. Почему? Потому что, смотрите, в любом случае 100 будет намного сильнее, потому что у меня будет шамана перевоплощаться. Это первый момент. Вот. И, в принципе, я могу на лустрике посидеть. Все равно. Все равно могу на лустрике посидеть. Эй, забыл эту коняку продать. Ну ладно. О, тай перевоплотился. Нормально. Ну, то есть, то, о чем я говорил, что в любом случае мой стол будет намного сильнее, чем текущий. Намного сильнее. Правда, тут, по-моему, меня все равно вынесут. Или не вынесут. Надеюсь, не вынесут. Мне нужно найти рок войны и закерить импреску. Импреска под рогом войны будет наваливать, будет здоров. И надо еще одну цветку найти обязательно. И нужно вообще в уровень выходить. Хочу этого или нет, в уровень надо выходить. Надо. Понимаете? Надо. Вот. Ну, я, наверное, все-таки буду и дальше сидеть в лустрике, каком-никаком. Копить эссенс. Буду побеждать хорошо, буду проигрывать плохо. Ладно, быстро к минусам. Я люблю шаманов, но на шаманах очень трудно играть. Их очень тяжело собрать. Это самый огромный минус, это если вы не играете через 6 шаманов, через 3 волшебника. То есть вы собираете 3 волшебника, фиолетового, вот того за 2 монетки, за 1 монетку и фиолетового шамана. Если вы собираете, то, соответственно, можно играть через волшебников. Но да, вы должны понимать, что это будет очень-очень трудно. Максимально трудно. Почему? Потому что у вас вы мало как сможете огрызаться. Мало как сможете огрызаться на других противников. Очень мало как сможете огрызаться.
Второй момент. Самый главный минус это то, что шаманы живут 20 секунд. И третий самый главный минус это то, что предметы падают рандомно. Да, они плюс 2, соответственно, от текущего тира. То есть, если у вас был зеленый предмет, станет фиолетовый предмет. Но не все предметы активируются и может кучу дубликатов накидать. О, шлем Ареса. Берем, конечно. Берем, конечно, шлем Ареса. Я даже, кстати, наверное, его сейчас и активирую. Или на 9 уровне активировать. Может, сейчас активировать? Ну, типа, была не была. Пусть будет. Надо, кстати, предмет первого тира найти. Я клевер, наверное, махну. Все равно панда нет. А теперь смотрите, как у меня сейчас будет импресска накидывать по щам. Если сейчас арканцы закину в импресску, то будет всего лишь активироваться 2 пары арканцов. Поэтому можно было бы, конечно, чтобы сразу Варлок кастовал. Можно было бы. А можно вообще вот так вот сделать, как я сейчас сделал. Оставить Кири импресску чистокровную. Можно оставить, в принципе. Почему нет? Короче, ладно. Я шлем Ареса сейчас активировал. Дай бог повезет. Там, кстати, воины собрались. Вот. По минусам мы прошлись. Плюсы. Ну, про плюсы я сказал. Да, это быстро, прикольно. Но еще самый главный минус. 4-й забыл. Самый главный минус забыл сказать. Полный рандом по выпадению фигур. То есть вам может фул заряженный упасть, допустим, какой-то Свен с фул предметами, которые необходимы. А может упасть обоссанный Грим Тач в 3 звезды с самыми не-айс предметами. Либо же какой-то зверь 5 легендарный может упасть фул заряженными предметами. Но, естественно, это полный юза с героя будет в 3 звезды. Или же вообще тоже хан может упасть, но с самыми дырявыми шмотками, которые только можно найти. Надо брать 9. Может из инкама выйти, взять 9 и поставить, соответственно, цветку? Ну, я думаю, так и надо сделать. Поставлю так вот шаманчиков. Так, импрессочка. Будем мы ее перевоплощать или пока что потерпим? Просто если я закину арканцы сейчас в импресску, да, это будет плюс 3 маны. А, на 7 уровне чел под шлемом РС нашел себе шаманчика. Ага. Ну, скилл. Скиллуха. Скилловой ты парень. Научи меня так. Так, это воин, это плохо. Воина я пока что никак не могу нормально продырявить. Вот смотри, как иллюзия бьет импресски. Сильно, очень сильно. Или подожди, это не воин еще. Это полувоин, да? Я так понял. Не, это воин воин все-таки. Так, Леончик есть, это хорошо. Я очень надеюсь, что ко мне придет импресска. Пожалуйста, приди импресска. Так, 3 волшебника у меня есть. Так, отлично, апгрейд есть. Пожалуйста, импрессочку. Да ну импрессочку на какого-то тайда мне... И шамана легендарного, пожалуйста. Хочу шамана легендарного. Хочу легендарного шамана. Этого орка. Орка-шамана хочу. Ого! Ничего себе там хп восстановил. Больше 40 хп себе восстановил с баночек, прикиньте. У меня, кстати, сейчас смотрите. 6 импрессок и 2 с бафом рогом войны. Кайф? Я считаю кайф. Ля, как они разносят. Вы посмотрите просто, как эти красотки разваливают. И ЦМ-ка заряженная стоит сейчас с обезоружием на ману. Хорош, просто, ну, порвался. Ух ты, Свенчик. Наконец-то. Это плюс идет один шаманчик, но, по-моему, да, я не могу никак выставить. Сейчас, надо подумать. Так, морскую волшебницу мы уберем. Она нам не нужна в этой каточке. Нам по-любому понадобится горн, поэтому горн-убийцу я оставляю. Блин, ну мне в любом случае не хватает. Да. Да, ну ладно, что ж. Горн пока может поставить, попробовать. Ну, наверное, горн хрень будет. Наверное, все-таки надо Варлока поставить обратно, потому что что-то горн какая-то, ну, дичь будет. Тут еще эльф, который будет мне плотностью, ну, просто переживать будет. Потому что если у меня будет не попадаться фигура с Манки Кингбаром, либо же у меня будет маленький прокаст от моих шаманов, то будет туго. Очень туго будет. Да, мне может убрать горн пока что. Ну, Тайт, в принципе, справляется, но может горн все-таки убрать. Ладно, я пока что как-то так сделаю.
Можешь шмотки перекидать. Хотя в любом случае те шаманы сейчас перевоплощаются, и как бы нет смысла от того, что у них шмотки находятся, есть в импреске. Пусть пока что все как есть будет. Правильно? Правильно. Сейчас посмотрим, что за предмет мне третьего тира упадет. В идеале, чтобы не упал предмет третьего тира, это посох третьего тира. Даже лучше, это драконий рог. Драконий рог это максимальный must-have. Максимальный must-have, который только можно себе представить. Вот смотрите, две импрески просто наваливают, потому что у меня есть две цветы, и, соответственно, все дубликаты у меня появляются с предметами как надо. Еще и Мьёльнир упал. А что еще? Ну, мне нужен драконий рог. Ясно. Не, ну такое усиление мы оставляем по-любому. Мы будем... Да что ж ты так хорошо? Шаманчик, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Сюда. Сюда эту прикормку. Вот это сейчас будет контент. Проверяйте. Все, смотрите, ребят. Так, это сюда. Цветку мы, в принципе, можем убрать. Да? Или оставить вторую цветку. Потому что не знаю. Сейчас мы, короче, переделаем. Мне нужна цепочка. Вот, отлично, есть цепочка. Цепочка пошла. Вот прикиньте, у меня сейчас бы упал драконий рог. Я бы просто этот драконий рог закинул бы в этого орка-шамана. Секундочку, я слишком много забазарился. Наверное, Леона надо убрать и поставить Рубика. Да, я, наверное, уберу, поставлю Рубика. И может продать этого Тайда. Мне нужен 10-й. Я пока что так постою, но мне нужен 10-й. Чтоб на 10-м я... Помните то, о чем... Сколько я сейчас табло заряжу? Вы посмотрите этот метеоритный дождь. Минус 36. Просто. Еще цепочка. Отлично. Рандом пока что меня балует. Рандом пока что меня балует. Но мне нужен 10-й. На 10-м уровне я смогу выставить все то, что я хочу. У меня будет город, и у меня будет две цветы. Что-то я хочу пока как-то зарядить цветку. На 10-м я, наверное, арканцы отдам ей. Да, как бы сейчас с двух иллюзий будет бафаться арканцы, но мне что-то кажется, что это не то пальто. Ладно, пока что останемся так. Пока что останемся так. На самом деле, у меня сейчас красиво стол выглядит. У меня 6 шаманов. Ладно. Пока думал о другом, решил сделать по третьему. Поставлю импреску. Сейчас от импрески... Ну, две пары концов все-таки лучше, чем одна пара, правильно? Надо только цвету поставить. С цвета будет вообще шикардос. Так, топ не один, привет. Ой-ой-ой, какая плохая фигура мне сейчас упала. Нет, 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 нет. Два аганима, рефрешер и мантия в импреске. Как вам? Я считаю сильно. Короче, да, нужно 10-й выходить. Смотрите, на 10-м уровне я поставлю цветку. Еще одну. У меня будет баф двух цвет. А это, соответственно, 3 пары арканцов, 3 пары... Ну, короче, у меня будет 2 обалденных керри. Я, может, даже сейчас поставлю все-таки. Надо попробовать. Пока что хпшка есть, нужно рискнуть. Правильно? Правильно, я думаю. Поэтому будем сейчас рисковать. Смотрите, у меня сейчас будет 3 пары арканцов юзаться из-за того, что у меня будет 2 импрески появляться с фулл предметами. И плюс 3 зимних объятия. И, соответственно, у меня еще и с руки наваливают. А наваливает одна иллюзия под 100% скорости атаки. Плюс у меня какая-никакая, но есть стенка в виде бафа Горна. Соответственно, все, кто находится в радиусе этой атаки, то будут бить сначала Горн, а потом уже меня. Но, соответственно, пока они там будут бить меня, я им уже снесу табло, естественно. Ну и перевоплощусь. Но, в самом деле, как по мне, шаманов неоправданно нерфанули в одном патче. Это когда сделали перевоплощение 2 секунды. Как по мне, это лютый нерв. Как по мне. Наоборот, шаманы должны быстрее перевоплощаться. Они и так живут 20 секунд. У ней и так куча дубликатных предметов попадается. И так попадается куча всего. О, вот это шаманчик. Правда, с юзлес предметами. Больно. Минус 27. Обезоружь. Можно сделать сейчас себе 3 обезоружия. Да, наверное, так и сделаю. Я сейчас, наверное, перекину один предмет.
Закину безоружие. Зимние объятия оставлю, чтобы была немного больше плотности. По скорости атаки у меня все нормально. И несколько предметов я закинул в орка шамана, потому что, ну, как-то я в него больше верю по его перевоплощению. Плюс мне нужно, чтобы он закасил свой сайленс какой-никакой. У топ-1 сильный стол сейчас, там 2 имбы есть. Там топ-1, конечно, на охотниках сидит. Очень надеюсь, что мне сейчас уже орк-шаман придет. Мне нужен он в 2 звезды. И желательно, чтобы не упал рок войны. Желательно. Сейчас, смотрите, у меня будет 3 пары арканцов юзаться. Я бы мог вообще убрать из этих вот шаманов все цепочки. Переделать их в что-то какое-то другое, пример. Потому что у меня есть арканцы. Но. Пусть они лучше сразу перевоплотятся, как по мне. И все будет хорошо. Я буду спокоен. Так, один обезоружен, что-то. Ох, там. Ох. Еще и Рубик стырил скилл медузы. Сколько минус? Минус 27. Блин, ну мне нравится играть на шаманах. Но на шаманах это такая рандомная тема, что ну его в баню. Кстати, знаете, что я сейчас понял? Что мне нужен дух 5 легендарный. Знаете почему? Потому что будет этот доп урон. Будет доп урон от того, что он будет находиться на столе. Можно было бы, конечно, сейчас варлока оставить. Это чисто контроль, станчик, все такое. Но там, кстати, 2 эльфа собралось. Неприятно. Так вот. Поставить духа 5. Собрать его 2 звезды. Орк-шаман будет накидывать свой сайленс. Это, соответственно, первый урон. Потом второй урон будет наноситься от других контролей, которые только будут приходить. Ну, в принципе, слишком идеальный план я захотел. Слишком идеальный план. Правильно? Ты как-то слишком вообще губу раскатил. Да. 2 эльфа, 9 охотников. Но я думаю, все будет отлично. Вертолетик с 2 Battle Fury. Кстати, там, по-моему, если не ошибаюсь, Акс появился. О, мета. О, май, ты что делаешь? Я, наверное, возьму мету, чтобы восстанавливать себе как можно больше хп. Сейчас пока что ее юзать не буду. Надо будет посмотреть раунд. Одну цепочку закинуть сейчас в эту цвету, потому что будет появляться все равно цветка. И, соответственно, будет тоже юзать цепочку. Пока что все хорошо. Вот. Главное, чтобы так и продолжалось все. Одну цепочку, я думаю, можем вообще скипнуть. Одну цепочку можно, в принципе, и скипнуть. Надо что-то найти другое, наверное. Может, палку какую-то на скорость атаки. Или хпшку для плотности. Там мартретка в 3 звезды. Антимаг. Ого. Ого, там вот тут не один стол. Сильный. Там мартретка сильная. Так, топ не один. Пожалуйста, не надо. Ваншотнул только что мне, если что, шаманчика. Но там обезоружие поприлетали. Прости, топ не один. Прости. О, спасибо, дорогой. Вот это я понимаю. Напоследок сделал мне отличнейший подгон. Шикарнейший подгон. Обожаю этот драконий рог. Я буду хвалить разработчиков за то, что они сделали такой драконий рог. Потому что этот драконий рог, он работает как пассивка, а не активка. И это имба. Серьезно. Вы со старта сразу получаете 100 монет. И вот орк-шаман сразу кастует свою способность. Вот такой вот кайф. Вот такой. Просто дикий ставлю лайк. Дикий. Это реально кайфово. Кайфово, что они сделали, что это пассивный предмет, а не активный. На шаманах это прям смотрится идеально. Надо брать дальше уровень. Что могу поделать? Что могу поделать? Надо брать дальше уровень. А нужен ли мне реально вот этот орк чернокнижник? Короче, я на топ не забыл юзнуть метаморфозу. Поэтому я лучше ее сейчас активирую, чтобы не забыть. Я что-то как-то, знаете, заговорился, задумался и тупо забыл за то, что мне надо сделать. Тупо забыл. Обидно. Так, вот наш эльф. На самом деле эльф довольно-таки неприятный. Он с сайленсом тоже есть. У него орк-шаман, если что, с драконьим рогом. Сразу накинул сайленс. Неприятные у меня фигуры сейчас упали.
Но типа импреска в 3 звезды она не тащит. Ну, тащит, но не с такими предметами, как у нее. Да, есть бессмертие, да, есть все такое. Но просто иллюзия не появляется от импрески, понимаете? И это плохо. Это очень плохо. Короче, вызову из инкама, поставлю сейчас орка чернокнижника. Может, нам вообще, в принципе, из денег выйти, понимаете? Но цвета вторая мне точно не нужна, как по мне. Ну, типа, если собрать, я имею в виду еще 2 цветки, чтобы было, ну, кому прыгать на лицо. Точнее, чтобы прыгали не на лицо. Короче, вы поняли. Присели знатненько им на лицо. Вот что я имею в виду, правильно? Правильно. Пока что у меня все красиво. Тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, шаманчика, если что, вправо закинул, чтобы драконий рог активировался, и мой шаманчик накинул Silent сразу. Потому что у меня импреска без маны, тот без маны, тут без маны. И когда импреска заюзает арканцы, соответственно, шаманчик, точнее, орк чернокнижник сразу кастует свои големов. Вертолетик появился. Вот вертолетик, я люблю вертолетик, это кайф. Ну, предметы, опять же, ну, неплохие на самом деле. Типа маска есть, но урон. Надо урон. Кстати, минус воин. Пока-пока. Рад был повидаться. Не совсем, правда, но рад. Блин, на самом деле сейчас как бы все отлично, все хорошо. Но плотный билд моих шаманов будет спокойно переживать, если у меня не будет никакого дефа, грубо говоря. То есть, что я... Ой, дефа. Тьфу. Если я не буду его быстро сносить. За деф говорю. Ну, вообще, больной. Я думаю, все-таки с цветки взять сейчас предмет перековать. Хотя это цепочка на несколько... Хотя тут у меня и так 4 цепочки летят. Просто с этой цвета еще одна цепочка летит. Стоит, не стоит. Стоит, не стоит так делать. Стоит или не стоит так делать? Так, обезоруженная антимага. Погоди, а что я говорил за то, что... Стоп. Ну у меня цветка одна. Ой, я что-то подумал, что 2 цветки появляются за 3 монетки. Так, минус 29. Приятненько. Дух пятерочка сюда. Берем или не берем? Берем или не берем? Берем или не берем? Вот в чем вопрос. Брать или не брать? Чего? А как ты мне винстрик сбил, молодой? Ты что там, грибов волшебных пережрал или что? Не понял. Как он мне винстрик сбил? Понял. У него ж эльфы, правильно? Правильно. У него плотные эльфы. Там есть маска 5-го тира, то есть там все как надо, все, что доктор прописал для эльфов хороших. Ладно, короче, я пока вам говорил, я так думаю все-таки скипнуть орка чернокнижника и поставить все-таки духа пятерку. Что-то в духа пятерку я больше верю, потому что это все-таки какой-никакой Данюк. Правильно? Правильно. Вот. И этот эльф меня просто сейчас пережил. Понимаете? Потому что что? Правильно, у меня хреновые предметы упали, это первое. Второе, это... Он мне просто пережил. Короче, хреновые предметы упали, это первое. Второе, упали хреновые фигуры. 100% так оно и есть. Я думаю, зимнее объятие перекинуть в кого-то другого, сейчас закинуть на скорость атаки ему. Рефрешер возьму, хотя... Зачем мне этот рефрешер? Ну ладно, пусть будет. Лишним явно не будет. Надо, наверное, было все-таки рольнуть шмотку и закинуть эту шмотку вот в него лучше. Да, наверное, я... Давай усиление. Вот, хорошо, усиление есть. Усиление на связи, но. Мне нужно еще усиление. Нужно больше усиления бога усиления. Хорошо, идет. Пошло. Только нужна мне ли цветка? Цветка, наверное, не нужна. Хотя идет, будь здоров. Так, орк чернокнижник, гуляй. Хорош. Мне нужен орк-шаман. Ладно, цветку, короче, сейчас продаем, одной хватит. Одной хватит за глаза. Ну-ка. Ну, вот такой вот у меня варлок появился с 2 кирасами, с одним хиксом, мясами. Ну, отличный, да? Отличный такой перс, да? У меня даже волк появился с лучшими шмотками, нежели сейчас аварлок. Аварлок. Ну, тут я не пробью его. Ну, он меня переживает просто.
из-за своих иллюзий. Да, надо было на 2 хп. Пардон, на 2 хп. На 2 хп живет, прикиньте. Как в кредит. Только на 2 хп. Блин, и что делать? Надо зимнее объятие отдавать. Забирать молнии обратно. Хотя это... 3 без оружия все-таки. Ну, это сильно все забирать. Ну, пока что я в него закину. Вот так вот сделаю еще. И вот так вот. Вот так вот. Так, чтобы по-красивому. Так вот расстановку сделаем. У него еще орк-шаман. Ладно, пока вот так вот как-то сделаю. Мне кажется, так будет намного лучше выглядеть стол. Ой, хорошо. Успел закасить мой орк-шаман. Тайт появился, 3-звездочный. Давай, 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 давай. А хп-то медленно, наверное, тает. Очень медленно и верно тает, это плохо. А что делать? Еще щит 5 он нашел. Ты, ну, там что, реально грибочка перекушал? Щит 5 нашел. Чисто битва титанов. Моя импреска в 2 звезды против его мартретки. Блин, плохо. Ну это типа, это будет сейчас обидно, если я лузну эту. Я со слезами на глазах нароил вот такие вот фигуры себе. Не, ну ты... Может импреску еще одну поставить вместо шамана, который сайленс накидывает. Давайте попробуем. Давайте попробуем, и из нее я сейчас вот так вот цепочку накину. Сейчас 3 цепочки будут не накидываться. Наверное, делаю лютую ошибку, но пусть это персонаж у меня хотя бы с руки наваливает. Свен. Ну, предметы хороши, но нету МКБ. Без МКБ я не попадаю. Ну, только, ну, ну, может быть, я сейчас ваншот пропишу. Может быть. Давай, 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 сладкий мой, давай, давай. Не выживу, не успею. 25 тысяч урона я тупо не успел. Он тупо переживает пока что, мне это плохо. Короче, так, продам этого фиолетового шамана, у меня есть один шаман. Смотрите, почти 3-звездочный орк-шаман, почти 3-звездочный тролль-шаман. А вот дизраптора у меня нет. Я, наверное, зимние объятия отдам. В эту импреску. Не знаю, короче, как правильно поступить пока что. Пока что как-то так поступлю. Возможно, мне стоит предмет еще 2-го тира закинуть в импреску, чтобы у меня появлялось... ну, было больше возможностей, чтобы у меня появился МКБ. 2 маски. Серьезно? На Лича. Ну, фартани. Дай мне сейчас шаманчиков и фартани по предметам. Так, одно усиление есть, это хорошо. Это отлично. Я вот так вот предметы сейчас перекину в него все. Дай яйцо, либо усиление какое-либо. Пусть вот этот орк-шаман, сразу накидывает свой сайленс. У него огромная область сайленса. Смотрите, какая.
Маны много из-за того, что у меня есть раконцы. То есть с маной там вообще проблем нет. Он сразу кастует. Огромная область сайленса, плюс это, соответственно, чистый урон. Давай я сумку пандамена возьму, юзну и вот так вот. Чтоб ты долго жил. Как же все плохо. Ну, честно, ситуация, я в дерьме. Ой-ой-ой-ой-ой, куда же это все позакидывать и как это все позакидывать, непонятно. Вот в него, короче, закину. Вот так вот эти предметы. Все. Одну цепочку, наверное, рольнуть стоит. Без горна как бы можно было бы обойтись в этой катке, но я думаю, что лучше пусть у меня горн немного же поживет, потому что, ну, сразу начнет бить этот горн. Может, сейчас со спины вот так поставлю, хотя... Ладно, а ну, попробуем. Переставлю, чтобы антимаг не бил моего Рубика. Так. Silence. Блин, время тянется. Silence. Юзает, хорош. Алхимик, вертолет с классными шмотками, но нету МКБ, и это плохо, все. Из-за отсутствия МКБ такие проблемы лютые. Просто чел на 2 хп живет. У алхимика хекс. Ладно, ладно, живем пока живем. Минус 5, у меня еще есть время. Мне пока что везет. Знаете, было бы у меня сейчас меньше хп. Это... Ух, слава яйцам, просто слава яйцам, мне повезло. Все, иди сюда, мой сладкий. Иди сюда, мой дорогой. Иди сюда, я тебе говорю. Сейчас мы с тобой поболтаем. Сейчас я вот эти вот все предметы перекину в него. И готовься. Твоя 5-я точка будет бита так, что ты будешь молить о пощаде. Если мне сейчас еще тролль-шаман придет, то все, тебе габелла. Все, сейчас контент пойдет. Смотрите, проверяйте. Сейчас этот раунд и в могилу отправляю его. Пожалуйста, повези по фигурам. Пожалуйста, пожалуйста, по фигурам. 2-7 лузаю. Так, шаман, орк, шаман, пятерочка. О, дух пятерка появился. 17 тысяч урона дух пятерка нанес. Идеально пока что стак. Давай, давай, давай. Ну, куда? Yes. Возможно, мне стоило больше предметов 2-го тира закинуть в импреску. Возможно. И тогда бы у меня, скорее всего, бы появилась МКБ. Но не факт. Не факт. Короче, катка. Шедевр. Просто шедевр. По-другому не передать словами. Вот такая каталочка. Мне нравится играть на шаманах. И я удивлен, что у меня получилось их реализовать. Очень удивлен, что у меня получилось их реализовать. В общем, кто забыл, давайте пройдемся по плюсам и минусам данного билда. Во-первых, куча давайте вот по плюсам. Куча эмоций. Просто нереальное количество эмоций. Как положительных, так и негативных. Вы, в принципе, все сейчас сами видели. Я получил и тонну положительных эмоций, и тонну негативных. Если бы у меня не было такого огромного количества хп, я бы уже был в другой катке. Ну, логично, да? Ну, фартануло по всему. По эссенциям. Ну просто, риск оправдан. Я считаю, все шикарно, все замечательно, все прекрасно. Просто топ. Топ за свои деньги. Второй плюс. Вам не нужно переделывать предметы. Вам нужно знать только те предметы, которые вам необходимы, и понимать то, что вы можете еще закерить керри-импресску сверху. Вот я немножко протупил на 35-м раунде, и надо было все-таки попробовать предмет рольнуть. И может мне бы упала МКБ. И у меня бы тогда была импресска с двумя гиперстонами, с МКБ, с рогом войны, со всем вот этим вот. И бы она наваливала неплохо так, потому что у нее было бы 2 иллюзии, которые были под МКБ с хорошими предметами на скорость атаки. Она бы так наваливала, что прям... Ну просто... Всем бы хватило. Серьезно, всем бы хватило. Но фиолетового шамана, конечно, я со слезами на глазах как бы искал. Вот. Плюсы озвучил.
Минусы. У этого билда есть довольно-таки куча минусов. Во-первых, сложность сборки. Вот самый огромный первый минус — это сложность сборки. Да, вы можете через 3 волшебника сделать 3 шамана. И там докидывать билд какой-то угодно. Там АВМов, Манки Кингов, Думов и тому подобное. Но 3 этих волшебника, вы сами видели, как мне фиолетовый шаман шел. Вот и думаете, стоит ли она того или не стоит. Ради эмоций можно попробовать, а можно не делать. Второй момент — это то, что 5 легендарных шаманов, либо же 6, это если панда вам придет. Сложно? Еще как. Это хардкор. Третий минус у данного билда — это то, что full рандомные герои. То есть нет никаких вот гарантий, что вам упадет нужная вам фигура и все такое. Вообще нет гарантий. От слова совсем. Я даже немножечко подхрип. Подхрип. Поняли? Подхрип. Не хрип, а подхрип. Вот. Нет гарантии, что вам упадет нужные фигуры. Полностью полный рандом. Также нет гарантии, что вам упадут нужные предметы. Тоже все рандом. И еще один момент — это то, что предметы могут дублироваться, и не все предметы активируются. Допустим, тот же самый Некромикон, он не активируется. Он как баф дает плюс одну фигуру к суммону, но предмет не активируется, то есть у вас не будет появляться зомбари. Это огромнейшие минусы. И как по мне, разработчикам нужно бафнуть шаманов в этом плане, чтобы не было дубликатов предметов. И чтобы все предметы активировались. Это тогда будет баланс. Потому что, ну извините меня, были бы у меня какие-то против меня инсектоиды, вы сами видели, как против меня Эльф жил. А теперь представьте, был бы мощный инсектоид, который был бы с Манки Кингом и накидал бы свою деревянную палку мне по хребту. Ну, сильно? И еще как сильно. Вот. 20 секунд времени жизни шамана в текущем мете, как по мне, это слезы. И то, что я их собрал и мне получилось реализовать, это тупо лаг в том, что никто не собирал еще и инсектоидов сверху. Тот же самый, ну просто посмотрите, эльф. Не на супер отличных шмотках, но жил до конца. Как мужчина. В общем, добавить по билду мне нечего. Все вы сами прекрасно видели. Я получил ему эмоций. Кайф, кайф. Еще и какой. Ну, раз в неделю, раз в месяц на шаманчиках можно сыграть в текущей мете. Потому что не всегда дадут вам поиграть. Серьезно, не всегда. Ой, как не всегда. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также не забудьте оставить свой лайк, чтобы поддержать мой ролик и чтобы он продвинулся в тренды рекомендаций. А кто не подписан на YouTube, обязательно подпишитесь. Осталось совершенно немного до 2000 подписчиков, было бы приятно добить в этом месяце их. Вот серьезно, было бы очень приятно. Кто не подписан на Telegram, он закреплен в описании под видео, также закреплен, если что, в комментариях под видео, еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.